Если ты слишком сильна для нарцисса, что он сделает в таком случае, если не сможет тебя подавить? Это в том, что бывают такие ситуации, когда вот женщина находится в отношениях с нарциссом, и он ее как бы вроде укусить смог, а проглотить не может. То есть он не может полностью ее подавить, она выдерживает свои границы, она не ведется на манипуляции. И в таком случае нарцисс как бы вот вроде уже чувствует, что вот уже человек, я уже здесь должен бы как будто бы получать нарциссический ресурс, то есть все эти сигналы там внимания, там, не знаю, подтверждение его значимости, какие-то вот, не знаю, потакание его капризам, но я этого не получаю, потому что женщина ведет себя слишком экологично для меня. И в таком случае нарцисс иногда, так сказать, знаете, чтобы напоследок щелкнуть хвостом, вот, прибегает к некоторым вещам, о которых мы будем говорить в этом видео, что он может делать, когда женщина слишком сильна для него. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы говорим о вот этом вот поведении нарцисса в ситуации, когда он не удовлетворен тем, что он не может контролировать женщину, с которой он находится в отношениях. Это может быть вам интересно, и если вы ранее когда-то были в отношениях с нарциссом, чтобы, так сказать, ретроспективно проанализировать, почему вот он в конце отношений так себя вел. И если вы, скажем, так вот переживаете, что вот впредь могут случиться какие-то отношения, вдруг там окажется человек с ярко выраженными нарциссическими чертами, я буду стараться как-то вот, не идти в какие-то такие токсичные отношения, как-то вот пытаться с ним, зрело выстраивать отношения, и что вас тогда ждет, что он может сделать в такой ситуации. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Если ты слишком сильна для нарцисса, то первое, что он постарается сделать, он постарается подорвать твою самооценку. Тут ключевое слово, что постарается, потому что, скорее всего, если он, в принципе, не поставил тебя в такое подчиняемое положение, не смог тебя как-то вот подавить и контролировать, то прям вот критически полностью подорвать твою самооценку он не сможет, но будет стараться это делать. И нарцисс, как правило, как это делает? Он старается критиковать какие-то сильные стороны. Таково мировоззрение нарцисса. Нарцисс себя так видит, и окружающих людей он видит так, что вот для того, чтобы подорвать твою самооценку, он не будет какие-то очень важные для тебя вещи стараться критиковать, потому что он не совсем-то знает, что для тебя важно, он не так глубоко тебя знает. Он будет цепляться к каким-то таким вещам на поверхности. Скажем, если женщина красивая, он будет критиковать ее внешность, стараться найти там какие-то лазейки, что-то, в чем там женщина сомневается. Если женщина успешна на работе, он будет критиковать ее, собственно, что ты недостаточно успешна на работе, или там ты успешна на работе, но ты все время там проводишь. То есть каким-то образом он будет критиковать такие сильные стороны, причем, знаете, это как бы нарциссические ваши стороны, то есть что-то, что нарцисс узнает, потому что ему сложно критиковать какие-то, знаете, такие вещи, что-то такое душевное, тонкое, потому что, это он вас с этой стороны-то и не знает. Использует, как правило, нарцисс сарказм. Сарказм от юмора отличается тем, что когда, юмор это оба человека смеются, когда сарказм, то один человек смеется, второму человеку обидно. То есть это такая как бы завуалированная агрессия. Пассивная агрессия, разного рода там обижалки, не знаю, там, или, скажем, вот вы договариваетесь, он не приходит, пассивная агрессия. И также нарцисс использует обесценивание в обязательном порядке, оно туда может в сторону критики идти. То есть он критикует и тут же обесценивает. Вторая вещь, которую будет делать нарцисс, если ты слишком сильна для него, он будет уходить в роль жертвушки. Особенно если это скрытый нарцисс или нарцисс-уязвимый тип. Вот он будет говорить о том, что ты слишком равнодушна, ты слишком несправедлива, ты не смогла меня оценить. Вот так вот, в общем, вот все эти вот вещи, что жизнь слишком несправедлива ко мне, и ты в том числе ко мне очень несправедлива. Он будет стараться как бы манипулировать через чувство вины, он будет как-то вспоминать какие-то, из вашего контекста отношений, какие-то вот недавние случаи, где вроде бы как ты что-то сделала такое, за что должна чувствовать вину. Например, вот мы с тобой тогда договорились, а вы с ним не договаривались, он там сам пришел. Я вот стоял под дождем, тебя ждал, а ты так вот долго не могла выйти, скажем. А вы там не договаривались. Но он передергивает факты таким образом, чтобы как-то навесить на вас это чувство вины, что вы как будто бы к нему как-то притянулись, чтобы он смог вас контролировать. И тут же он переключается в такой, знаете, драматизм, что единственное, о чем я жалею, это об этих 3 месяцах, которые я потратил на тебя, и вот ты не смогла это ничего оценить. Или вот ты мне больше на самом деле не нужна, я это осознал, потому что на самом деле ты меня не ценишь. То есть он как бы вроде как и жертва, и вот он тут же такой драматическая королева, которая куда-то уходит и ловите меня. Почему нарцисс себя так ведет? Он старается апеллировать к тем вашим эмоциям, которые вот раньше он к ним не обращался. То есть, грубо говоря, если сходу он зашел, старался вас как-то контролировать, старался, не знаю, как-то вот через обесценивание, через лавбомбинг как-то вот привязать, это все не получилось. Предположим, женщина слишком сильная, она смогла как-то выставить границы. И вот он старается как-то зайти с других, так сказать, каких-то лазеек. Через вину, через какой-то драматизм, через, я не знаю, через какие-то такие вот сценические надрывные какие-то вот пассажи. Опять же, это может быть для вас неприятно, но если вы видите всю эту картину, если вы понимаете, что это все какая-то такая, знаете, белыми нитками сшитая игра, то вы особо по этому поводу переживать не будете.
Третья вещь, которую сделает нарцисс, если ты слишком сильна для него, он постарается тебя ослабить. Ну, логично. Причем он постарается сделать это с помощью изоляции. Вообще, изоляция это практически такой обязательный момент любых разрушительных отношений, там, с нарциссом, с абьюзером, с каким-то, ну, в целом. Этот человек изолирует тебя от твоего окружения, чтобы ты была от него более зависимая. Ну, то есть, если в наших отношениях есть только он и ты, то, соответственно, ты только с ним можешь взаимодействовать, тебе не на кого опереться. Соответственно, нарцисс может начать как-то критиковать твоих, не знаю, родственников, друзей, коллег, там, ну вот все твое окружение какое-то, он начинает, не знаю, тренеров в спортзале, еще кого-то. Всех людей, с которыми ты общаешься, от которых ты получаешь вот эти эмоциональную поддержку, эмоциональное такое поглаживание, он всех их критикует. Ну, здесь как бы, как правило, ну, реакции может быть две. Если женщина такая достаточно вот стабильная, устойчивая, у нее много в жизни каких-то вот процессов есть, то она эту критику воспринимает как, ну, какая-то вкусовая критика, ну, типа, это ему не нравится, а не это люди плохие. То есть, ну, несет что-то и несет. Либо, если, предположим, нарцисс так изящно, знаете, очень умело критикует и прям попадает в сердечко, то тогда просто вот это воспринимается как, ну, ты говоришь гадости про близких мне людей, и, в общем, это, в таком случае женщина, ну, еще быстрее из этих отношений выходит. Есть, конечно, ситуации, когда, скажем, если сформировалась какая-то эмоциональная зависимость, женщина с этим нарциссом как-то вот, ну, тоже есть эмоциональная сцепка, может быть, нарциссу удастся на какое-то время изолировать. Ну, тут тоже такой вопрос уже, почему так происходит, почему у женщины срабатывает эта эмоциональная зацепка и вообще, насколько женщина вообще осознает, в чем ее социальная опора. То есть, ну, понимаете, если меня изолируют от моих друзей, а мои друзья это, ну, как бы вот та рутина, на которую я опираюсь, ну, я как бы буду этому сопротивляться, если только я это понимаю, если я это осознаю. Поэтому очень важно, чтобы вы понимали, на что вы в обществе опираете, ну, в вашей жизни какие есть опоры, кроме там работы, вот отношений, что еще в вашей жизни есть такого опорного. Я периодически провожу курс про отношения, это онлайн-курс, где мы разбираем, как понять, что ты находишься в разрушительных отношениях, как из них выйти и как восстановиться после выхода из этих отношений. Более подробно об этом курсе вы можете посмотреть по ссылке под этим видео. Ну, если вам интересно, то присоединяйтесь. Четвертая вещь, которую может сделать нарцисс, если вы слишком сильна для него, он может устроить такую провокацию в виде какой-то драмы. Например, он может устроить, ну, не знаю, какие-то сцену ревности. То есть, предположим, у вас есть какой-то друг. И у вас с другом как бы, ну, просто вы во френд-зоне, но там как-то так вот все горячо. Знаете, бывает, что такой друг, с ним какой-то вот есть такой флирт, и вроде бы там что-то вот когда-то раньше намечалось. Ну, просто вот друзья вы, ничего такого нет. Он это как-то прочувствовал, и вот он начинает устраивать там какие-то сцены ревности. А вот у тебя с этим твоим другом там что-то там с ним там крутишь. Если вдруг вас это как-то цепляет, если вдруг ему удается эту провокацию как бы задвинуть, вы начинаете оправдываться, и все, он на коне, потому что ты оправдываешься, он тебе начинает как бы, ну, парировать твои оправдания. Вот ты, конечно, ты оправдываешься, значит, ты виновата. Он тебя втягивает обратно в отношения. То есть здесь главное, когда нарцисс начинает как-то вот провоцировать, ну, не вестись на эти провокации. Эти провокации могут быть там, что, например, он исчезает. То есть вот вы, скажем, живете вместе, вот он не пришел на ночь. Ну, такая ситуация провокационная, как бы возникают вопросы, в чем дело, там, ну, может, с тобой что-то случилось, а может, там, ты с кем-то был. Или, скажем, он начинает нарушать границы. Ну, скажем, звонит ночью, вот прям вас будет. Он знает, что вы не можете поставить беззвучность на телефоне, потому что, скажем, у вас там родственники, кто-то, вы от кого-то ждете потенциально звонок. Ну, есть такая ситуация, там, скажем, кто-то болеет, и ты не можешь отключить телефон. Он это знает и звонит вам ночью, у вас будет. В чем дело? Просто хотел тебя услышать. То есть он шатает границы, пытаясь вас, ну, как бы возмутить. Потому что если вы возмутитесь, то вы начнете как бы на него как бы ответно нападать, и все, опять он вас втянул в свою игру. Поэтому, если вы понимаете, что он начинает провоцировать вас, относитесь к провокации как к провокации. То есть не ведитесь на провокацию. Если вы узнаете себя в одной из вот подобных ситуаций, которые я описал, то есть бывает, что ты находишься в отношениях, где ты понимаешь, что человек с ярко выраженными нарциссическими чертами пытается тебя почему-то вот сломать. Не знаете, как с этим разобраться, можете записаться ко мне на личную консультацию. У меня под видео есть ссылки на мои соцсети, пишите, мы с вами договариваемся. Потому что иногда нужно просто расставить акценты, точки для того, чтобы понимать, в каком направлении дальше двигаться. Также я попрошу тех женщин, которые оказались в свое время слишком сильными для нарцисса, в комментариях поделиться своим опытом, как он старался вас вот это вот уколоть, сломать, как он пытался, так сказать, пробиться из последних сил, так сказать, через ваши границы. Я буду вам очень благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк. Большое вам спасибо за это всегда. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.